Приветствую, друзья! Плохое состояние экономики заставляет Путина задумываться об окончании войны. Долгое время Кремль продвигал нарратив, что боевые действия никак не мешают хорошей и сытной жизни, что ВВП растет, безработица падает и вообще у нас самый маленький госдолг. Во-первых, долг не растет. У нас один из самых низких в мире. Второе, что касается убийства российской экономики. Как в свое время известный писатель говорил, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Да? Однако, чем дальше идет война, тем очевиднее становится. С российской экономикой не все в порядке. Это тот фактор, который явно подталкивает Кремль к переговорам. Трамп, начиная с весны, настойчиво предлагал Путину встретиться и обсудить варианты окончания войны. Российская сторона неизменно отвечала, что идея, конечно, хорошая, но к встрече надо подготовиться и вообще спешить некуда. Что так изменилось к августу, что заставило Путина полететь на Аляску? Судя по результатам встречи в Анкоридже, она точно так же не была подготовлена. Стороны ни о чем конкретном не договорились, и даже договоренность о дальнейших договоренностях выглядит не очень очевидной. Вслед за этим мероприятием европейские страны поехали в Вашингтон и там попытались продвигать свою повестку дня, которая нацелена на то, чтобы гарантии безопасности строились по логике изоляции России. Конечно, это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения. Конечно, от самого факта встречи с Трампом на Аляске Путин получил так необходимую ему легитимность. Он больше не изгой. С ним встречаются, жмут ему руки, ведут переговоры. Но все это можно было получить от Трампа и раньше. Тогда почему Путин согласился на встречу только сейчас? Моя версия – он наконец осознал реалии, в том числе неважное состояние экономики, и решил прозондировать свои переговорные возможности. Вот что же такое происходит с российской экономикой, что заставляет власти задумываться об окончании войны? На первый взгляд, на 4-й год войны дела в экономике обстоят хотя и не блестяще, но и не ужасно. Да, нефтяные доходы упали из-за снижения цен на нефть и укрепления рубля, но такое падение не критичное. Если ничего драматически не изменится, нефтяные доходы все равно дадут бюджету больше, чем заложено в прогнозе. Годовой дефицит бюджета предполагался на уровне 3,7 триллиона рублей. К концу июля, то есть за полгода, а не за год, этот дефицит был полностью выбран. К концу августа превышение расходов над доходами составило уже почти 5 триллионов рублей. По итогам года можно ожидать цифру в 9 триллионов рублей дефицита. Это очень много, но еще не катастрофически для государственных финансов. Сумма, которую относительно легко можно найти за счет пересмотра бюджета, запланированного на осень. Но вот новости из реального сектора экономики рисуют намного более печальную картину. К августу стало известно о сокращении рабочей недели и урезании зарплат в компаниях с общей численностью сотрудников около 800 тысяч человек. На 4-дневную неделю перешли автопроизводители КАМАЗ, ГАЗ, ЛиАЗ, и все это из-за сокращения рынка коммерческого транспорта. КАМАЗ объяснил такое решение сокращением рынка грузовиков на 60%. РЖД заставила сотрудников брать по 2 дополнительных выходных дня каждый месяц за свой счет из-за снижения объема грузоперевозок. А еще не менее 11,5% российских компаний, в первую очередь в области добычи полезных ископаемых, машиностроения и фармацевтики, допустили сокращение персонала. По вопросам предпринимателей производственная активность в июле упала до рекордного с марта 2022 года уровня. Впервые с 2022 года в России закрывают больше компаний, чем открывают. 141 тысяча закрытий против 95 тысяч открытий за первое полугодие 2025 года. В основном закрываются предприятия торговли, строительства и обрабатывающей промышленности. Строительство вообще переживает худшие за последние 20 лет времена из-за сокращения льготной ипотеки и высокой ставки ЦБ. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, банкротство грозит от 20 до 30% девелоперов. Ожидание в отрасли, что кризис продлится как минимум до 2028 года. Кризис в строительстве, в свою очередь, сказывается на банках. Например, ВТБ жалуется на падение доходов от кредитования на 49% за полгода. На этом фоне российские банкиры не исключают возможности крупного банковского кризиса к началу 2026 года. Плохую ситуацию в экономике уже невозможно скрыть. Она открыто обсуждается с чиновниками и бизнесменами, что раньше было под негласным запретом. Министр экономического развития Максим Решетников говорит о том, что российская экономика находится на грани рецессии. А в Сбербанке предупреждают, что охлаждение разогнанной военными расходами экономики может быть сильнее, чем нужно. Валютный фонд снизил прогноз по росту ВВП России с
1,5% до 0,9%. Но даже этот небольшой рост обеспечивается войной. Если вынести за скобки бессмысленное для граждан военное производство, то Россия уже окажется в рецессии. Гражданская экономика падает 5-й месяц подряд. За вычетом оборонной промышленности объем выпуска товаров падает в среднем на 0,3% в месяц. И это данные лояльных прокремлевских аналитиков. Ситуация ухудшилась во многих отраслях, например, в сельском хозяйстве. Два крупнейших сельхозрегиона, Краснодарский край и Ростовская область, не досчитались от 70 до 80 миллиардов рублей за засухи и сокращение урожая. Фермеры сталкиваются с нехваткой денег и скоро будут вынуждены обратиться к федеральному центру за помощью. А федеральный центр, вероятно, откажет, потому что и так планируют сокращать расходы бюджета. Вы же помните про размер дефицита. Полугодовые отчеты металлургов показывают серьезное падение прибыли. У Магнитогорского металлургического комбината она упала аж в 9 раз, а выручка сократилась на треть. Во втором квартале 2025 года завод стал уже убыточным. Отрицательный денежный поток у Северстали. Компания третий квартал не выплачивает дивиденды. Ее чистая прибыль упала в первом полугодии вдвое. Руководство жалуется на падение спроса на сталь и на кризис в российской экономике. В июне малый и средний бизнес столкнулся с кризисом неплатежей контрагентов, сравнимой с ситуацией во время ковида. Причем задерживают оплату поставок даже крупные компании, как говорят в РСПП. Эксперты называют причину – высокая ставка Центрального банка. За бензином опять очереди, пока только в Крыму и Приморском крае. Но топливо рекордно дорожает по всей стране. Причина не только сезонные для России проблемы с бензином, но и война в Украине, удар беспилотников по НПЗ. Только за август установлено 5 ценовых рекордов оптовых цен на бензин. О серьезных кризисных явлениях в своих отраслях сообщают угольщики и лесопромышленники. В угольной отрасли общий убыток в 2024 году достиг 112 миллиардов рублей против прибыли в 374 миллиарда годом ранее. Причины – падение экспорта, в том числе из-за санкций, крепкий рубль и высокая процентная ставка. В конце мая угольная промышленность обратилась к правительству за помощью. Кризис и в космической отрасли. Сотрудники одного из предприятий Роскосмоса, Сибпромпроект, не получают зарплату с мая. Гордость ракетостроения РКК «Энергия» расписывается в многомиллионных долгах и крахе космических программ. Глава компании Игорь Мальцев признался, что не может выплачивать зарплату сотрудникам и не исключает закрытие компании. И это только те кризисные явления, что нашли свое отражение в российских СМИ. По понятным причинам, находящиеся в России медиа не очень свободны в освещении экономических проблем, вызванных войной. Но я уверен, что вы без всяких СМИ и новостей ощущаете сложности в своей повседневной жизни. Для большинства граждан цены растут быстрее зарплат. Ваши возможности и выбор товаров сокращаются. Людям уже не требуются высоколобые макроэкономисты, чтобы заметить. Жизнь стала дороже и скуднее. Это хорошо видно на данных даже официальной социологии. Россияне оценивают инфляцию выше, чем госорганы, и считают, что рост цен в последнее время резко ускорился. И это достаточно важное и значимое изменение общественных настроений. Гражданский консенсус последних 3,5 лет заключается в том, что россияне не возражают против войны, которая напрямую их не затрагивает. Если какой-то экспедиционный корпус из наемников и контрактников где-то воюет, платит за это власть, все остальные живут обычную жизнь, то такая война россиян устраивает. Проблема в том, что путинский режим больше не вытягивает такую войну. Уже слишком много гробов, чтобы дальше позиционировать ее как СВО. Дроны, взрывы, пожары, нарушение авиасообщения сделали боевые действия заметными по всей территории европейской части России. А тут еще экономика больше не тянет одновременно и войну, и гражданское производство. Все это заставляет Путина думать о формате завершения боевых действий. И Трамп предлагает ему варианты и возможности, как выйти из войны на максимально комфортных условиях. Но Путин тянет. Он считает, что может выторговать условия получше, если продвинет фронт еще немного вглубь Украины. Ценой такого продвижения будут не только тысячи погубленных жизней с обеих сторон, не только разрушенные города, но и дополнительное напряжение для российской экономики, которая, как мы видим, и так переживает не лучшие времена. Сложность этой ситуации для российских граждан заключается в том, что хорошего выхода для них просто нет.
Либо путинское желание продолжать войну все-таки добьет гражданскую экономику, либо у него получится завоевать еще больше украинских территорий, и тогда вам придется оплачивать из своего кармана восстановление десятков тысяч квадратных километров полностью разрушенных городов и сел. Оба варианта для российской экономики будут не очень приятны. И когда я говорю «для российской экономики», это означает лично для вас. Счастливо вам! Война – это решение личных путинских проблем по сохранению власти за счет других. В первую очередь за счет Украины и украинцев, но и за счет жизни россиян, и за счет вашего личного кошелька тоже. Подумайте об этом.